У нас 2 декабря, очень холодно, мороз, минус 2 градуса. Видите, все в таком инии, снежок выпал небольшой. Ну вот я решил, окопалубку снял, решил подсушить свой мангал. Вот я вчера выложил конус. Но решил так хоть чуть-чуть протопить его. Ну и заодно хочу показать, как работает зуб с эффектом Коанда в таком вот режиме. Был один такой парень, известный физик Коанда, который в 1932 году интересное явление заметил. Если маленькая тоненькая струйка падает рядом со стенкой, то эта струйка к этой стене прилипает. Почему это происходит? Потому что между струйкой и стеной образуются вихревые потоки, и там образуется область пониженного давления, и понятное дело, что струя прилипает к стене. Так вот, основываясь на этом законе, можно действительно огибать предметы, но не жидкостью, а газом. Воздух начинает обтекать эту бутылку, и по эффекту Коанда прилипает к бутылке и настигает свечку уже за, собственно говоря, бутылкой. Смотрим, как это происходит. Приготовились? 3, 2, 1. Сейчас я вам покажу, что здесь холодно. То есть это пепел еще вчерашний. Видите, пепел не взлетает вверх. То есть все холодное, хотя он чуть-чуть поднимается. Все равно эффект Коанда срабатывает в любом случае. Хоть холодная печка, хоть горячая. Ну и заодно хочу поговорить о тяге в трубе. И вообще труба. Создает ли она тягу в самом камине или мангале? Или же труба просто отводит дымовые газы, которые к ней подошли? Данный зуб я разработал, исходя из теории эффекта Коанда. Этот эффект мне подсказал Леон Рус, его зовут, один из моих подписчиков. Я изучаю печки, камины, нигде с этим не сталкивался, с этой теорией. Вообще печников этому не учат. И большинство печников считают, что искренне в это веря, что зуб служит для того, чтобы отражать тепло лучистое. Вот, а типа если ровная стенка, то тепло уходит в трубу. Зуб еще служит для того, чтобы обратная тяга от трубы, когда идет, бьется об полочку горизонтальную зуба и уходит обратно. Ну, как показывает практика, если идет обратная тяга, то там и зуб, и без зуба все равно она или есть, или ее нету. Ну, что сделать с обратной тягой, я уже упомянул один раз. Надо просто поставить дефлектор, который предотвратит задувание ветра. Ну, конечно, если будет низкое давление в атмосфере, то здесь уже, наверное, не поможет дефлектор. Но неважно. В общем, сейчас я вот еще раз докажу, что зуб именно для того, чтобы создать тягу на начальном режиме горения. Так же, как в духовке делается. Вот это вот зона такая вот. Вот этот кирпич. Вот он имеет форму с полукруга. Вот такую форму запила. То есть именно создается эффект Коанда. Но именно чтобы создать ускорение в потоке, надо делать заужение. Создается ускорение потока. Холодные стенки. Ну, вот уже дым сразу выходит. Вот видите, какая тяга создается. Именно благодаря этому устройству, которое я сделал. Сейчас я поднимусь наверх и посмотрим сверху, что там происходит. Ну, здесь понятно, это плоскость, как на всех зубах, которые я делаю. Видите, как вылетают сюда пепел, вся зола, с какой скоростью
они аж выстреливаются как бы. У меня получается смещенный немножко конус. Делаю я конус сразу облицовочным кирпичом. Он полнотелый, такой даже и пустотелый, щелевой, там как хотите называйте его. Я уже сделал много таких мангалов, каминов, потому что эта сторона внешняя, она, ну как вам сказать, не подвергается такому воздействию потока, нежели как зуб или задняя стенка, потому что все притягивается к ней именно. Здесь просто создается воздушная такая подушка. Конечно, эта часть тоже прогревается, но не так сильно, как задняя. Зуб обязательно надо делать в мангале, ну, в камине, само собой, в мангале тоже, конечно, лучше делать, ну, просто чтобы дым сюда не вываливал, а шел туда, куда надо. То есть дым сюда вообще никак не пойдет. Именно из-за того, что я сделал такой зуб. Бывает иногда в простых зубах выходит дым. Ну, видите, то есть еще при слабеньком таком костерчике именно в этой части создается тяга. Еще раз хочу сказать, что именно этот мангал, данная конструкция у меня, ну, буду так называть, инновационный проект, новаторские идеи сюда я использовал в строительстве конструкции. То есть именно касается зуба и устройства самой духовки. Сюда я уже применял технологии, которые к печному делу никакого отношения не имеют. То есть печников этому не учат. Потому что я сам учился печному делу и сталкивался совсем с другими знаниями. Так что надо пересматривать в срочном порядке все дела, бросать и начинать писать новую книгу о новом устройстве каминов, предназначение зуба, для чего труба нужна, ну и вообще совмещать. То есть многие науки, они как бы сами по себе говорят об одном и том же, ну, каждый по-своему. Но лишь когда объединяешь несколько знаний в одно, то получается именно вот сила знаний, которая приводит к такому вот результату. То есть все последующие работы, которые я буду делать только использовав эти знания. Вот он, без трубы, без ничего. То есть зуб практически не имеет такого вот наклона, почти вертикально идет стена. Вы видите, как дым идет сюда, даже и не думает подходить. То есть дым весь стремится к вот этой задней поверхности зуба. Поток ускоряется именно в том месте, где на зубе применен эффект Коанда. В том месте создается реактивное ускорение тяги, ну, потока. Этот поток как раз находится на уровне вот этой зоны, то есть на уровне перевала арки. Ее высота составляет вот 65 сантиметров, то вся гарь, все улетает именно вверх, без наличия дымохода и трубы. Видите, как я
думал. Ну, так что смотрите, кому показалось интересным это видео. Ну и вообще все, что я делаю, все, что я показываю, рассказываю. Прошу вас, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в моих мангалах, ну и каминах, которые я делаю, не имеется колосников. То есть нету здесь поддувала никакого и колосников. Потому что считаю, что они здесь нет необходимости в этой конструкции. Потому что подсос воздуха идет непрерывно. Угли обогащаются воздухом постоянно, потому что идет мощный подсос именно через портал, не через боковые стенки, как в железных мангалах, а именно через портал. Идет засасывание воздуха снизу и сверху мангала. Все дрова прогорают до пепла, ну если, конечно, не затушить их принудительно. Вот. Это также упрощает вычистку мангала от золы. То есть вы просто совочком, кочергой собираете здесь пепел этот и выбрасываете. А если у вас имеются колосники и поддувало, то вам надо будет здесь все это убирать и дополнительно еще вычищать еще и оттуда. А есть, знаете, еще выдвижные ящики такие делают. Ну, считают, что туда насыпалась зола, пепел, вы его вытащили и выбросили. Но надо еще учитывать то, что мимо ящика еще сколько туда сыпется этой золы и пепла. То есть вы выкидываете ящик, потом еще оттуда вычищаете, и еще дополнительно все равно здесь происходит, ну, приходится очищать дно мангала. Поэтому надо стремиться к идеальной конструкции, чтобы она максимум приносила удовольствие и минимум времени затрачивать на уборку, на обслуживание мангала, печки. Отсутствуют колосники и в самой печке. Ну, еще все это в стадии строительства идет, видите, через дымоход сыпется сюда строительный мусор. То есть все дно у меня будет работать именно для приготовления продуктов. Вот отверстие специально для того, чтобы счищать сюда пепел, ну или угли. Когда прогорело все, вы сюда счистили весь пепел, угли, ну все, что вам не нужно для того, чтобы приготовить пищу. Закрыли духовочку. Весь пепел и вся зола находится в поддувальной зоне. То есть потом вы уже, когда 2-3 раза протопили, попользовались печкой, можете уже вычищать. После 2-3 раз она уже точно там забьется, наполнится. Видите, как угольки мерцают. Все время они как бы находятся в тонусе. Так что смотрите мои видео. Я постоянно выкладываю что-нибудь новое, что-нибудь интересное. Я думаю, даже сейчас я еще и половины не узнал о печках, о мангалах, там, о каминах. Того, что имеется на самом деле, какие знания можно применить, использовать. Человек должен постоянно совершенствоваться, постоянно поднимать свой уровень знаний, учиться, учиться и учиться. Как сказал великий вождь Владимир Ильич Ленин. Конструкция называется Изенгард. По мотивам фэнтези «Властелин колец». Потому что весь двор, вся инфраструктура, которая здесь будет, все будет подходить именно под этот стиль. В дальнейшем ждите полный видеообзор моей конструкции. Уже немножко осталось. Тут карниз, довести конус до кровли, и дальше уже труба пойдет. И я уже буду выкладывать видео. Так что ожидайте, следите за новостями моего канала. Вся эта конструкция была выпилена и собрана мной
с помощью болгарки. Ну, выпиливал все кирпичи я болгаркой. Станков у меня нету. Ну, подул сюда ветер. Вот, видите, как все работает. Дым опускается вниз, потому что давление такое неблагоприятствует для протопки печей, каминов, мангалов. Сами видите, туман такой сильный у нас, погода не очень хорошая. Если вас очень сильно заинтересовала, ну, моя конструкция, что же именно я сделал с этим зубом, то я могу поделиться с вами этими знаниями, то есть провести полное онлайн сопровождение в строительстве вашей конструкции. То есть вы мне присылаете свой отчет, фото отчет, значит, видео присылаете на той стадии сбора конструкции, на которой у вас возникли трудности или вы сомневаетесь, вы мне их присылаете, я на компьютере рисую. Дальше, как собирать конструкцию, отправляю вам по электронной почте или в WhatsApp, или Viber. И вы продолжаете собирать конструкцию дальше. Эта услуга платная. Ну, небольшая сумма. Все это обговаривается по телефону. Все зависит от того, что именно вы хотите сделать, какую помощь от меня требуется, ну, чтобы я оказал в каком размере информация. Ну, я вам скажу, что это от 1000 до 3000 рублей. У меня есть больше 10 человек, по крайней мере, которые мне только написали, и с которыми я вел онлайн переписку. Они сделали по моему сопровождению мангалы, камины. После того, как я построил эту конструкцию, я уже буду возводить конструкции именно такого плана. Ну, именно с таким зубом, как в данной конструкции. Ну и вообще все расчеты внутренние всей камеры буду соблюдать, придерживаться именно этой конструкции. Потому что на сегодняшний день это самая эффективная конструкция, которую я собирал. Ну или мангал. Вы можете сами видеть, как все работает. Так что, кого заинтересовало мое предложение, пишите мне в WhatsApp, ну или на электронную почту. Значит, звоните, будем сотрудничать. В любом случае, с моей помощью у вас будет больше шансов сделать именно правильную конструкцию. Если вас заинтересовала данная конструкция, пишите в комментариях, давайте обсудим, что вы считаете по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи, пока.